Господа, как вы знаете, дебетовых карточек бывает крайне много, даже у Тинькофф банка. Их просто огромное количество, но есть из них особенно выделяющиеся. Это карты в моем дизайне. Здесь есть карты с Bentley ультратанком, есть с Зилом, есть с Понторезкой, с инфернальными плавающими в пространстве бобрами, есть даже гусь в Понторезке и ящер, забравшийся в православный шеснарь. И все это, причем, доступно с тарифом Тинькофф Black. А это значит, что это та самая карта, при которой вы можете зарабатывать на своих собственных покупках. При этом в этом же крутом дизайне. Вы можете получать до 15% кэшбэка на 4 выбранные категории трат, которые вы сами можете выбирать каждый месяц. Доход на остаток по карте составляет до 7% годовых. И до 30% кэшбэка вы можете получать при покупках у партнеров, перечень которых обновляется постоянно. Также, господа, есть отличные новости, и Тинькофф снова запустил работу инвест-копилки в долларах. Как вы знаете, из-за санкций она не работала с марта, и финансы около 200 тысяч клиентов были заморожены. Но теперь Тинькофф банк на собственные деньги на 500 миллионов рублей выкупил эти активы, и работа инвест-копилки в долларах опять же снова запущена. Так что снова можно откладывать небольшие суммы в долларах и автоматически их инвестировать. Класс. Так что все, что осталось, это побыстрее перейти по ссылочке в описании, и если у вас вдруг по каким-то причинам немыслимым абсолютно для меня нет карты в моем дизайне, то можно смело ее оформлять и получать все преимущества. Тинькофф банк. За сколько сделаешь? За день сделаю. А за 2? Ну, сделаем, а за... А за 5 дней? Ежели постараться, можно и за день. Господа, здравствуйте! Добро пожаловать на, по-моему, это, кстати, 20-я, юбилейная 20-я серия Audi. Она уже совсем взрослая, и начиная с этой серии, кстати, они начнут выходить довольно-таки часто. То есть мы надеемся вернуться к режиму раз в неделю. Редко, когда я преисполнен таким оптимизмом, а все потому, что серии-то давно не выходила, и за все это время шла, естественно, работа. Как вы видите, Audi уже на колесах, и все, что сейчас нам осталось доделать, это доделать систему кондиционирования, провести необходимые трубочки, собрать также часть электрики в салоне. Причем, ну, это началось не сегодня, это уже все практически должно заканчиваться, после чего машина будет запущена, заведена, приведена в движение, вращение мотора путем искрообразования, и все, как вы любите в комментариях, вот это все рассказы. А значит, после того, как она будет запущена, нам останется откатать машину, поехать на стенд, в общем, выезды, и все самое интересное. За то время, пока мы не были с вами и ничего не снимали, естественно, залетели на свое место новые кулаки от Audi 4.2, которая S4 или даже, может быть, S6, честно говоря, уже не важно. В общем, залетели пока новые кулаки, скоро будет обкаточный, так что в ближайшее время ДТП нам вроде как не предстоит. И вроде все и здорово. Как вы видите, стоит бампер. Стоят теперь на месте реснички. Под эти реснички изготовлены кастомные крепления этих ресничек, потому что вот та самая точка крепления реснички. Из нее должно выходить крепление сюда, а у нас тут теперь интеркулер. Креплением никуда не выйти, поэтому там теперь есть вот чуть-чуть вот такое крепление, которое обходит это самое ухо интеркулера, и вроде как все залетает на место. Есть бампер, есть интеркулер, сейчас появится система кондиционера и кондиционирования с ее электрической частью. Запустимся и поедем в этой серии. Небольшая рубрика «Ваши подарочки», потому что они приятные. Вернее, один не знаю, а один точно приятный. Пока меня не было, заезжали ребята, подарили вот такой постер. Причем я видел этот креатив в Инстаграме до того, как еще вышел официальный цвет. То есть ребята по некоторым косвенным признакам определили, что Audi будет красная. Про бленду и прочее я рассказывал. И до того, как официально оформился на видео внешний вид Audi, они уже нарисовали этот арт, на котором Audi выглядит так же, как она выглядит сегодня здесь. Вы просто посмотрите на это. Спасибо, ребята, вы красавчики. Второй подарочек у нас приехал из Минска, судя по адресу отправления. Представляет из себя вот такую коробку. Тут что-то для Audi. Прислал нам его Дудницкий Григорий Владимирович. Спасибо огромное. Спасибо. Адрес Минск, Партизанский. Сейчас, коробочка открывайся. Наклейка, что ли? Или что? Сейчас, погоди, есть сообщение?
Уважаемый Константин, хотел бы высказать свое уважение вам и всей команде, наблюдая за проектом Audi 4. Меня зовут Григорий, я из Минска, представляю свой проект «Рефлектор Сервис Минск», который посвящен реставрации оптики для классических Audi, а также выпуску реплик оригинальных кастомных функциональных наклеек и стикеров для классики VAC. Перехожу к сути обращения. Мне очень хотелось принять участие в этом проекте, особенно в реставрации передней оптики, и показать свой уровень, но не удалось оперативно связаться с вами на момент, когда это было еще актуально. Теперь, когда автомобили уже почти собраны, я обратил внимание, что фабричные наклейки по кузову у вас отсутствуют. Имеется в виду наклейки с аннотацией к системе кондиционера, предосторожной системе охлаждения ДВС в подкапотном пространстве, а также наклейки с указанием размерности и давления шины типа топлива на внутренней стороне лучка бензобака. 4 наклейки в сложности. Я все понял, спасибо. Спасибо. Это знаете что? Это то, чего у нас нет, и я не знал, где это достать. Огромное спасибо, Григорий. Вот эти наклеечки, которые дают машине законченный вид и как будто с завода. Они наклеиваются на планку моторного щита, на капот, может быть, что-то около фар, наклейка с давлением и размерностью шин. Обалдеть. Ведь реально вот это вот на боковую стойку наклеивается, как я понимаю. Для США, Канады, все дела, давление, пси. Класс. Класс. А также есть еще наклейка вот такая, которая наклеивается на что-то. Это может наклеиваться на лючок как раз бензобака. Нет, а еще должна быть, погоди, нет, на лючок бензобака, нет, это не лючок бензобака, это на что-то другое. Это кондиционер, это под капот руки не совать. И еще есть вот на лючок бензобака. 98-95 Unleaded Fuel Only. Вот это красота, блин. Гриша, ты красавчик. Ты красавчик. Я реально вообще этого не учитывал, у меня это из головы выпало. Также в подарок отправляю кастомные наклейки на нижние части передних дверей, выполненные в стиле наклеек для Audi UR Quattro. Был такая, с аналогичным типом текстуры, с учетом высоты между ними и верхними молдингами S4. Возможно, вам понравится, и вы захотите использовать их в экстерьере автомобиля. Удачи вам в новых проектах, буду рад сотрудничеству. Огромное спасибо, Григорий из Минска. Ты просто красавчик. Эти наклейки прямо мне понравилось. Ты знал, Яр, да? Ты причем про них рассказывал, я не мог додумать, что это они. Мне очень нравится. Прям, ну реально новая тачка. Такие не найти. Нет, ни в коем случае не найти, не купить. И они создадут именно то самое ощущение вот новой тачки, как будто она... Это вот прям в самый... Да, это будет торжественное наклеивание. Это очень круто. Ну и маленький комплимент от ребят из Крюк, потому что у меня это тоже вылетело из головы. Я бы потом об этом подумал, но потом это просто номерные знаки, которые еще не убиты. Вот, абсолютно такой же номер, как и был, только новый, чтобы все в этой тачке было свеженькое. Ну а теперь пора выезжать. Кондей заправить не получилось, потому что система не держит вакуум. Причем, заметь, мы сейчас с Никитой обсуждали, что тест по вакууму-то система прошла. Но потом мы стали гуглить, сколько же нам нужно сюда заливать фреона, сколько масла, калькулировать, сколько это надо все уменьшить, потому что у нас немножко меньше радика, и за минут 5 система сказала, что вакуум уже ушел. Хотя если бы мы не ждали, все было бы замечательно, и мы бы даже заправились, потому что по тестам вакуум прошло. Но так или иначе, за 5 минут подключения к прибору вакуум упал с единицы до 0,5. Это довольно много, как сказали ребята. И нам, спасибо, кстати, им, добрым людям, выдали вот такой девайс, при помощи которого мы сейчас подключаем воздух обычный из компрессора к системе кондиционирования, к контуру, давим туда 8 очков и смотрим, откуда шипит или не шипит. Таким образом, сами сможем продиагностировать, где есть вероятная утечка, устранить ее и вернуться и снова кондей заправить. Он сказал, может для начала просто зашипеть.
Третья и в пол? Ну ты сначала разгонись. Да, Да, это третья, быстро. пол, да. Оп, это была первая. Вот мы сейчас на секунду поймем, О. провалы у нас какие-то. Все, 2000. Это когда в пол побольше, но не в пол, а... Остановись. И бензом пахнет. Едем, да? Да. Третья 2000 в пол. Да. Пять. 5500. 6. Место. Место закончилось у нас. Я могу больше дать туда-назад и хватит. Вторую. Или в ту сторону туда дать могу. В ту сторону хватит места. Ой, сзади, смотри, что, дым пошел. Мощный причем. Синий дым у нас. Да, пошел. причем такой плотный. Можно лямбда на масло. Этого масла. Как топливо. Причем смотри, какой он пошел сизый, он прям повалил. Смотри, там что-то случилось, походу. Смотри, вообще капитальный прям пошел. Синий дым. И у нас в салоне, смотри, сколько его. Сейчас. Больше нету, да. Давай на второй попробуем. Реально, он видит масло как топливо. Так там масло и было. Вон дыма сзади сколько. Выброс масла мало. Выброс. И сейчас идет. Вон сзади все в дыму. Еще раз на второй. Вторая в пол. 5, 6. Все, есть 7. Вон дыма сколько, смотри, залп какой-то дал. Оу. Почему до этого не было? Надо сейчас подъехать к ребятам, остановиться, капот дернуть, посмотреть, что там происходит. Может быть, давление масла слишком большое, а надува слишком маленькое. Да, мы поставили. Ну, как ты понял, масло там кидает просто ведрами. Причем кидает строго в определенном режиме, то есть не всегда. То есть он вот даст залп, и потом снова работает. То есть, понимаешь, это исключительно... Это может быть из-за того, что Какое-то- большое давление масла и низкое давление наддува. Типа наддувом должно масло выгонять. А его не выгоняет, Его да? не выгоняет, у нас сейчас 0,4, типа, а оборотов 7000, поэтому может быть. Но из-за этого у нас смесь хер пойми какая. Это Она масло в каких-то цилиндре моментах летит. скачет. Да. Сейчас было 7. Не, ну здесь прям вот все. У вас было вот в один момент, когда вы в ту сторону поехали, Да, и просто залп. бах, и все. Это вот на 5, когда забогатило, я резко сбросил. Давай еще раз едем. Вот дымит, как бы Каен отдыхает, я тебе так скажу. Да, дымит, особенно ты сначала газанешь, потом сбрасываешь и на сбросе Что-то спокойно, никак не едет, да. Для 0,4. Вон там сзади, смотри, что прям... Саня, ой, сзади, смотри, все, абзац. Смотри, я там не вижу вообще ничего. Как вам сейчас наш туда разгон? Солнце погасло, да? Причем это никак ни на звуке, ни на чем не сказывается. Ты смотри. Давление в порядке, все есть, не проседает. Давление масла пятак прям постоянно, то есть там Не, так было, что сказать? Смотри, все в масле. все в масле, вот оно и здесь, да, все в масле. Я не понимаю, откуда масло. дай-ка до датчика давления доберусь. Вот гидролиния высокая есть. Вот это Вот. она. Круг датчика Не, давления. это кондей. Гидрач вот, и вот еще один Да, идет. Ну, дымит в том числе и из трубы. Короче, масло лезет со всех щелей. Это не кондейное? Бля, мы можем дуть турбиной в картер, короче. Там клапан обратно стоит. Ну, картер вот, мы можем его отсоединить. Это моторная. Моторная, это не Дикстрон.
Такое ощущение, что у нас конский давляк масла, и оно просто изо всех щелей его просто выдавливает. По прибору там легко стрелка упирается. Да. Прям такое чувство, что вот отсюда лупит. Потому что прям на этот и на вакууме. Слушай, а если запустить, посмотреть, может откуда-то это? Не из-под головы самое главное, Нет, не из-под головы. Вверху сухо под Сам головой. мотор, видишь, вообще сухой. Да. Вокруг Это всё какая-то масло. линия. Трубка. Да, это стопудовая линия. Может, реально И гидрачевая? у нас, видишь, что, до 5500, и все сухо. И потом начинает дымить резко, короче. Чем я заводился, дым шел от турбы. Но всегда есть вариант ставить GoPro Что-то вне. и дать дрозда хотя бы на первый. 3. До 7 дошло. Все тут хорошо, блин. Все тут вообще идеально. Но сброс-то залповый прямо идет. Он прямо на все масло. Блин, не может быть все-таки реально из-под датчика давления? А датчик давления на нагрузке дает такое же давление, как и на холостых. Он Да. от оборотов тупо зависит. Мне почему-то вот кажется, ну единственное, что может быть, это датчик давления. Вот как-то из-под него, ну блин, тогда бы пошло. Главное, из-под клапанки не давит, сухо. Из-под головы тоже не давит, сухо. И из-под поддона тоже сухо. Да, все сухо. Стяжки есть с собой? Есть маленькие. Они такие и нужны. Короче, мы уже не знаем, что делать. Мы поставили GoPro, и GoPro будет снимать, что происходит и откуда берется масло. Главное, что заработал этот гидрач. Вот в чем парадокс. Ну что? Развернуть. Готовы, дети? Да, кто говорил, что это фолд бессмысленный? Вилсаком Ну, говорил, что первый я раз он пригодится. странный и непонятно зачем мне фолд. Первый раз. Валентин, просто у тебя нет Audi S4. Настраивал. Многое становится понятней, да. Вот, все. Да, видишь? Откуда? Сверху Вот выдавило. отсюда, да, вот чисто вот в Точно, эту смотри, сторону. смотри. Да. Чуть-чуть назад. И вот прям вот сюда, вот где хомутик и шов. Да. Вот, видишь, там чуть-чуть капнуло. Во. О-о-о! Теперь вопрос. А вы говорили GoPro. Это масло не гонит, это оно течет, короче. Оно просто рекой, лавиной Да. на впуск течет. Откуда столько? С турбы, только с турбы, других вариантов нет. И ровно на бусте как раз ближе вот к 4-5 тысячам. То есть ровно как турбо начала дуть, все просто ведром, как с бронзбойта, херачит масло в мотор. Это печально. Поэтому и на холостых не херачит, потому что буста нет, нагрузки нет. Турбо под нагрузкой именно. Ну, все ведет к тому, Надо что, снимать патрубок, ребята, нас интеркулеры кинули. Нас кинули. китайцы. Да. Турбо оказалось говно. На этом потрясающем разочаровании возвращаемся в гараж. В общем, причины данной поломки могут быть совершенно разные. И я все-таки оптимист и ставлю на то, что это ошибка работы системы вентиляции картерных газов. У меня подобное было даже на Понторезке. Те, у кого М62, BMW прекрасно знают. У них тоже система вентиляции картерных газов. Иногда мембрана глючит, и масло начинает из картера просто гнать на впуск прям вот ведром. Хотя там вообще мотор атмосферный, если кто не знал. Здесь может быть то же самое, поэтому, чтобы, по крайней мере, исключить ее, задача сейчас полностью эту систему вентиляции картерных газов отключить, потому что она также подает на впуск эти газы, и попробовать проехаться еще раз. Если эффект будет сохраняться, если все будет то же самое, тогда это точно разбило картридж турбы. Просто если это картридж, родилась опять же идея поменять картридж у турбины, если это, допустим, разбило картридж. Ну, всякое, брак бывает у всех, на самом деле, серьезно, да, несмотря на то, что Почему мы такие турбина фартовые? проверенная, да, мы очень, особенно эта машина, это прямо, ну, ей однажды повезло, что ее хотели восстановить, на этом везение, походу, кончилось. Можно купить оригинальный картридж от Гаррета, клоном которого является эта турбина, и вставить его, он в наличии. Есть Москва, да, если не ошибаюсь? Да, 65 рублей, то есть решаемо. Главное не заказывать, потому что если мы сейчас хотим купить такой Гаррет целиком, это там какие-то там 200-300 тысяч рублей, сроки поставки неадекватные, и вот
И все-таки самое главное, что масло давит не из-под клапанной крышки, не из-под головы, не откуда-то из датчика давления масла. Это все еще вокруг мотора, хотя бы не он сам. Но ситуация прямо, машина начинает становиться боевой, я прямо вот это чувствую. Это не та история, где мы собрали и поехали. Здесь все через боль. Даже когда уже собрана, она с болью собиралась, она собрана, и все равно боль продолжается. Ну, однажды она же закончится. Ты, главное, почаще это повторяй, Да, чтобы в это поверить. Я каждый раз, станет когда легче. мы выезжаем, настраиваться, повторяю. Что однажды это Все закончится. И нужно пройти вот эту вот боль, разочарование, принятие, и все будет потом. В общем, ситуация классическая, когда ты думаешь, все оказывается но не все. Следующий тестовый выезд. Мы отключили вентиляцию картерных газов. Вырезали эту систему всю, вернее, просто ее отключили. Было еще ряд предположений, сейчас не будем их озвучивать, просто чтобы не тратить ваше время. В общем, отключили систему картерных газов. Это самое главное. Попробуем дать дрозда. Если ситуация повторится, то все-таки это ближе к турбине. Все то же самое пока что. Никакого улучшения абсолютно нет. Короче, надо или фильтры снимать. Слушай, ну если вентиляция вот так дымит... Возможно, неспроста на них ставят нулевики. Можно сейчас снять фильтр, просто попробовать. Подумали, что мы самые умные, короче. Давай попробуем просто снять фильтр. Наша следующая теория. Походу, во-первых, вентиляция картера действительно снятая помогла, потому что дым по большей части шел из-под капота, а из-под трубы его стало идти меньше, из трубы. С чем это может быть связано? Турбо сильно дует. Как вы видели из кадров в начале этого видео, у нас поднимало хомут и здесь продувало. В процессе опрессовки системы, мы сейчас ее сделали, выяснилось, что еще поднимало хомут на впуске в интеркулер. Итого 2 хомута поднимало и через них стравливало воздух. При этом до впуска доходило 0,4, да, Сань? Даже не 0,5. 0,4 доходило. Исходя из того, сколько стравливало по пути, вы видели это прекрасно на видео, есть мнение, что турбо забирало чуть ли не под единичку, а может даже и больше отсюда. А до впуска доходило 0,4. Но поскольку турбо забирает много, а воздушный фильтр у нас штатный, возможно, производительности и площади пропускной воздушного фильтра не хватало, и здесь возникало супер разрежение, исходя из чего турбо тянуло картерные газы, во-первых, из двигателя, во-вторых, масло вытягивало из картриджа, потому что просто образуется слишком огромный вакуум на холодной части, на которой его быть не должно. Ребята просто собрали катер и поставили туда САП по акции, купленный Кикс. Да, и 2 колонки, которые были сняты с клиентской машины. Но клиент в курсе, все нормально. Значит, исходя из этого у нас возникал просто фантастический вакуум, который всасывал все вокруг себя, помимо воздуха, который еще нужен. Поэтому мы сейчас снимаем крышку с воздушного фильтра, едем с ней снятой, чтобы исключить вот этот ненужный вакуум там, где он возникал, и чрезмерный. Вентиляцию картера мы уже вывели отсюда трубкой под крыло, чтобы масло с вентиляцией картера не капало на выпускной коллектор, как это было сейчас. И пробуем заново. Главное, чтобы мы не задолбали жителей соседних домов, они не вызвали полицию.
потому что это ни к чему не приведет, у нас все законно. Но полиция потратит время. Да, ты смотри, перестало дымить. Да ладно. Просто взяло и перестало дымить. Обоссаться. А как так? Походу, это был все-таки фильтр. Правильные были мысли, надо же, я прямо удивлен. Я читал об этом раньше. Ну, в умных книжках, там все дела. Давай еще раз. Давай. Обкатка, прости. 7, прям. Слушай, да нет, все, не дымит. Реально, это прикол. Мы просто сняли штатный воздушный фильтр. Турбо стало дышать и перестало брать вакуум оттуда, О, вернее, нет, вот сейчас чуть-чуть было. Чуть-чуть было, но это может прогорать еще, опять же, в кульке, который, напомню, у нас заполнен маслом. Обалдеть. Обалдеть. Поддымливает, конечно, чуть-чуть есть, но это мелочи. В сравнении с тем, что было. Хороший прострел с первой на второе переключение. Прям кайф. Мне нравится. Прям есть. Еще кружочек сейчас делаем, попробуем. Но что-то похоже... Но это не сравнить. Вот только что оно дымило, только что мы погибали. Парочка манипуляций и оп. Все, больше она не дымит. Да там есть, но дым больше черный, это остаточный. Это точно остаточный дым от того, что в кульке. Это, ребята, 100%. Хлопа не дымит. Уверенно, уверенно и не дымит. Неплохо. Там есть чуть-чуть сизое, но это понятно почему. Это очень понятно почему. И все, и мы останавливаемся сразу же. Ну-ка, смотрим. Остаточное. Нет, ничего такого нету. Все прям максимально четко и не дымит. Неплохо. Неплохо, мне нравится. Очень хорошо. И запаха этого нет. То есть у нас там какие-то явления с обгоранием остаются небольшим. Ну что, типа успех? И я еще там лупил, и там лупил, и побольше первой. Ну как, остаточное там выгорание бывает иногда. У нас смеси еще не открыты. Да, и там такой дым часто и с черным именно. То есть он вот именно выгорает, плюс часть кулька и все, ну блин. Офигеть, только что мы погибали, да, только что дым был, все вот это вот. И я такой делаю следующий круг, такой первый заезд, смотрю в зеркала, а что, а где? Оно потом дымнуло. Прыгать, орать, Обнимать прохожих. Да? Да, естественно. Не было. Да. На Новый год. Да. Ну, это обоссаться. Ну, слушай, это успех. Это успех. То есть, да. получается, нам нужен внутрь штатного корпуса нулевик. Что-то такое, надо искать. Ну, либо какой-то вкус другой. Либо какой-то штатный прикрывашку нулевика, короче, что-то такое. И вентиляцию картера нам надо. Да по сути, видишь, если она сильно не сосет, то с вентиляцией это небольшие проблемы. Да, по идее, да. Она оттуда сосет его. Потому что не хватало. Она сосала отовсюду все, что только могла. Да. Вентиляцию через только маслопомойку зашить в то же место и все. Да, мне тоже такая мысль. Просто oil catch поставить стандарт. И все. Короче, мы побеждаем наши эти проблемы и настраиваемся. Да. А с фильтром забавно. Поздравил с победой. С фильтром забавно. Но зато мы теперь знаем точно, что делать. Ну, короче, ясно. Все, тогда возвращаемся.
Но и несмотря на всю успешность ситуации в конце, то есть мы победили эту фишку с дымом, то, что масло кидало на впуск, все равно мы заканчиваем у открытого капота. Но это делается, естественно, для профилактики, потому что когда все сильно кидало на впуск, масло в процессе закидывания на впуск проходит, естественно, через интеркулер. И он в этом процессе становится залит маслом, ну, как вы понимаете, по патрубке. Тем не менее, этого не произошло, мы это просто уже не снимали, было мало времени. Ребята, когда снимали кулек, масло из него практически не вылилось. То есть его просто выдуло в процессе эксплуатации. Также снимаются все клапана, пайпы, чтобы все это тщательно, опять же, вымыть. Ну и плюс мы в следующей серии переделаем, или можно сказать красиво, переосмыслим систему вентиляции картерных газов. Она, конечно, сохранится и не сократится, а даже увеличится, потому что у нас есть штатные клапаны регулировки вентиляции картерных газов, но мы поставим также маслоуловитель в эту систему. Это стандартная тема, oil catch, маслопомойка он еще называется. Как-то он еще называется, я забыл еще одним словом, часто его называют, но это не важно. В общем, стандартная процедура. И корпус воздушного фильтра, естественно, мы в конце или оставим этот же, но внутрь установим фильтр нулевого сопротивления, либо просто купим готовые корпуса, они продаются, может быть, какой-то корпус от RS, там какой-нибудь Q5 или RS какой-нибудь серии купим, у которых просто этот фильтр уже заранее предназначен для такого объема пропускаемого воздуха. В общем, ребята, это было здорово, мы точно знаем, как проблему решить, мы ее, по сути, уже решили, и это нас, по крайней мере, ни в коем случае не сдерживает от последующей настройки автомобиля. Значит, в следующей серии, которая, я очень надеюсь, будет ровно через неделю, мы с вами уже завершим предварительную настройку и начнем настройку более боевых режимов на каких-то более интересных мощностях. То есть, наконец-то мы получим первые цифры какого-то человеческого разгона до 100. И он, по моим прикидкам, должен быть, очевидно, лучше стока. Сток, напомню, у нас 6,2. Да, дальше еще будут другие маленькие шажки, но давайте, по крайней мере, сейчас мы сильно загадаем, что в следующей серии у нас будет выезд из заводского значения, чего очень бы хотелось. Спасибо вам огромное, что сопровождаете нас уже 20 серий подряд. До встречи в следующей. Очко, получается, наступит. И оно действительно будет именно тогда, через недельку. Спасибо вам еще раз, удачи огромной и пока. В дверь выйти? Нет, рядом с дверью, не попасть в нее, удариться в стену.